Это вот этот стол маленький предназначен для того, чтобы прокачивать предплечье, кисть, пальцы и, соответственно, работаю, имитацию борьбы, имитацию. То есть вот сейчас покажу. Крепость рукопожатия Динара Мифтахова сопоставима с силой его духа. Он именитый спортсмен из Татарстана, паралимпиец. Так называют людей, которые, несмотря на травму или инвалидность, участвуют в спортивных состязаниях. Динар Мифтахов ведет социальные сети, вдохновляет любителей спорта и здорового образа жизни. Ну, они вот когда видят, где я, да, допустим, там, с медалью, там, допустим, я выиграл какой-то чемпионат, там, в призах, допустим. Ну, все пишут, все в восторге. У меня даже бывает слезы наворачивают вот от этого. И я знаю то, что, да, действительно, несмотря на такую ситуацию, люди со мной, они поддерживают, они знают, они верят в меня. Динар родом из небольшого поселка Камское Устье, спортом увлекался, но о профессиональной карьере спортсмена даже и не мечтал. Если бы не случай в 2010 году, поделивший жизнь на «до» и «после». Авария на мотоцикле, диагноз сложный, компрессионный перелом позвоночника, инвалидное кресло как неизменный спутник жизни. Очнулся только в больнице после первой операции. Первое время я думал, сейчас поеду в революционный центр и то есть встану на ноги, то есть все будет все так быстро, как бы это. То есть год я был в революционном центре, второй, третий, то есть. Но диагноз – это не приговор. Динару пришлось перестраивать свою жизнь. Он научился обходиться без помощи сопровождающего. Заново освоил автомобиль. Четырехколесного друга переделали на ручное управление. Чтобы не сидеть дома, решил ездить в спортзал. Благо в Камском Устье открыли новый спортивный центр. Спустя 4 года после аварии Динар решил заняться спортом профессионально, чтобы заслужить лавры паралимпийца. Я начал тренироваться, именно вот в тренажерном зале начал плавать. И у меня появилась уверенность в себе, и я стал сильнее, как-то я уже не стал обращать то, что я сижу на коляске. Динар занимается академической греблей. В 2017 году взялся за армрестлинг, увлекся бадминтоном. В спортзале он частый гость. Каждый день, кроме выходных, Динар посвящает тренировкам. Благодаря воле и силе рук Мифтахов ощутил радость победы на чемпионате мира по армрестлингу среди спортсменов-паралимпийцев. В 2019 году в Румынии россиянин завоевал бронзовые медали. Там ребята по 150, по 160 килограмм, просто огромные бетонные ребята. Я зажался и думал, да, и куда я проехал. И в итоге я на левой руке стал третьим. И эти слезы счастья, и вот это как раз вот этот момент, запоминающий на всю жизнь. Несмотря на свой чемпионский статус, во время подготовки к соревнованиям Динар очень волнуется. Но даже в самые тяжелые дни он знает, как направить свои эмоции в нужное русло. Ну, конечно, есть. Есть стопор, да, ты входишь, все, уже нету какого-то выхода, да. Ну, не знаю, всегда беру в руки, да, иду в спортзал, я здесь качаюсь, занимаюсь, я заряжаюсь энергией, у меня дух еще больше нарастает. И я про этот ступор как-то я обхожу. И, то есть выход с любой ситуации, да, как бы. Динар Мифтахов говорит, спорт дал силу, а вера – успокоение души. 2 года назад Динар решил в первый раз после аварии сходить в мечеть на молитву. Бывает и дожди, как бы у меня коляска морается, как бы. И я как-то так же заехал в мечеть, то есть я осматривал, то есть и вижу, что следы маленько остаются. Мне сказали, не переживай, это все стирается, это все убирается. Самое главное, ты, говорит, у тебя есть большое желание, ты, говорит, зашел в мечеть. Вышел из мечети другим человеком. У психологов это называется проработать негатив. Динар говорит, успокоил душу и укрепил иман, веру. У любого истинного мусульманина в сердце должно быть, а не просто так, ай, дай-ка я схожу. Любой истинный мусульманин должен верить сердцем и серьезно к этому подходить. Вот так же, как и я, вот я так и подхожу. Преодолевший испытания становится сильнее вдвойне, уверен спортсмен Мифтахов. Если бы перед ним был выбор – ходить ногами, но жить невзирая на предписания Всевышнего, или идти на пути Аллаха хоть в инвалидном кресле, свой путь Динар уже выбрал сердцем. Наверное, вот эту ситуацию, наверное, я больше рассматриваю. Это же не мы сами выбираем. Аллах нас испытывает, и мы это испытание должны пройти.
Алексей Попович, Наиль Сираздинов, канал Алиф, Татарстан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.